Всем привет! Вот и настало время поделиться с вами нашей историей переезда в Соединенные Штаты Америки. Забегая вперед, я скажу, что да, мы уже в США, но обо всем по порядку. Сперва мы, как и большинство, пытались получить туристическую визу в США, и для этого мы выбрали замечательный город Загреб, что находится в Хорватии. Вот о нем-то и будет наша первая история. Мы путешествовали налегке, поэтому все, что у нас было с собой, это ручная кладь в виде этого красного рюкзачка. Ведь мы не планировали задерживаться здесь надолго. В случае одобрения визы нам пришлось бы ждать около недели, а в случае отказа мы могли бы сразу улететь обратно. По прилету поздно вечером мы заселились в районе визового центра и на утро пошли испытывать удачу. К сожалению, видео с посольства нет, так как, начитавшись форумов, мы решили не брать с собой сотовые телефоны и что-то лишнее, так как сдать это на хранение. Как писали на форумах, невозможно. Но все это чушь, и все можно было брать с собой и оставить в комнате хранения. Ну да ладно, итог один. Визу нам не одобрили, так как, поверив в свои навыки и знания английского языка, мы решили не брать с собой переводчика. И в итоге жестко затупили с ответами. Ничего не поняли, и толком ничего не ответили и нам отказали. Но мы не расстроились, и тут же забронировали квартиру в центре Загреба на 3 ночи, и поехали в центр гулять. Загреб очень красивый город, с массой старинных построек средневековья. Выйдя из такси в центре, ты сразу попадаешь в атмосферу города, где никогда не предполагалось, что по улочкам будут ездить машины и трамваи, а только лошади и кареты. Узкие улочки и огромные старинные дома с фасадами, оформленными древней лепниной и орнаментом того времени. Но так как заселение было с часу дня, мы решили остановиться в кафе и сделать кофе-брейк. Далее мы пошли заселяться в наши апартаменты. О, кстати, цены на недвижимость в Загребе на 2022 год. Самая дешевая квартирка с 3 комнатами и 2 ваннами стоит всего 449 тысяч евро. Центр Загреба, конечно, в большей степени наполнен туристами, которые шныряют повсюду, и поэтому водители на дорогах очень внимательные и вежливые. На каждой улочке расположены кафе, которые вот таким образом выставляют свои столики на пешеходной, а где-то и на проезжей части. Классно. Такой подъезд. Какой этаж? Итак, нас встречает массивная дубовая дверь, за которой расположен огромный подъезд. Но наш этаж оказался не верхним, а вниз. Оформление двориков, конечно, изумительное. Вау. Очень атмосферно, я так скажу. Это получается под землей как будто бы, да? -1 этаж. А вот и наши апартаменты, по которым сейчас я проведу для вас экскурсию. Мы заселились в апартаменты. Небольшой рум-тур. Это я. Да. Получается, мы как будто бы на -1 этаже. Здесь очень атмосферно. Даже есть телевизор. Вот такой классный ковер. Даже сладости какие-то здесь местные.
Кондиционер, отлично. Кухня. О, есть кофемашина, класс. Так, тут что у нас получается? Масло, все необходимое, в общем, для приготовления себе завтрака. Вот такие стульчики. Так, кровать. Здесь получается у нас что? Полотенце. Вот такая стильная. Как они? Головы. Не знаю, как они называются. Так, и так, у нас получается душ. Ну и, в общем-то, и я. Такая классная картина, оказывается, сделанная из щебня. Оставив все лишнее в квартире, мы отправились изучать город. И первое место, на которое мы вышли, это центральная площадь Йосифа Елачича. Знаменитое место, где влюбленные назначают место встречи, а туристы делают фото. Вечером здесь очень много народа. Уличные артисты, торговцы сувенирами и музыканты. Yet suddenly erased. Such lily white, it spread its arms out to the night. These arms did clasp inside. And half asleep, I did try to hold piercing grass, but it was gray, it was gray, it was gray. Memory, save my sad memory, come back to me. Then I saw twisted trunks, scattered mold, black and speckled spotted stone, hailing in with the cold wind whistle past. And oh, dancing green, pieced between water streets of ancient oak, made of water quilt below, grown of lightning, breath and bone. Закончилось. Что это непонятно.
уже близко. А это еще одна из достопримечательностей Загреба – фуникулер. Это один из самых коротких фуникулеров мира, который соединяет старый город с новым. Стоимость проезда составляет 12 кун, что в переводе на российские деньги около 135 рублей. Он был открыт для перевозки пассажиров в 1893 году и работает по сей день, поднимая туристов в старый город, куда мы и направимся. Но сперва заглянем в местный парфюмерный салон, что расположен возле кассы фуникулера. Lily moon, I see your face. I'll sit inside without a trace. Trail behind and ride your way. And lily white, yet blushing crimson in the night. Will you be leaving with the light? And creeping over with the shadows at my side. The moonlight yields the side. I stop and turn while you stick feathers in my back. This flying lesson leaves a track. Museum Broken Relationship. Вот он, музей. Старый город просто потрясает своей красотой. И пройдя несколько метров, мы оказываемся в самом центре, где расположена главная достопримечательность Загреба – церковь Святого Марка. Все улочки вымощены каменной кладкой. На скейтборде уже не покатаешься. Но лошадям с колесницами было очень даже удобно.
that I do. Нагулявшись по старому городу, мы отправились в популярный ресторан под названием «Ля Штрук», где готовят традиционные блюда хорватской кухни – штрукли. Каждый, кто окажется по каким-то причинам в Загребе, обязан здесь побывать и отведать знаменитые на весь мир штрукли. Кстати, предстояло выстоять получасовую очередь в ожидании свободного столика, поэтому не приходите под закрытие. На следующий день мы отправились на популярный городской рынок – Долок Маркет, где можно купить свежие фрукты, овощи, мясо, рыбу, морепродукты и различные сувениры. К сожалению, рынок уже закрывался, и весь базарный переполох прошел мимо нас. Зато мы без труда смогли попасть в очередное популярное место, расположенное вблизи рынка – бистро «Амфора». Это небольшой ресторанчик морской кухни, где для тебя готовят свежие морепродукты, доставленные ранним утром из морского порта. В общем, Загреб покорил нас своей красотой и спокойствием. Добродушные люди и прекрасная еда, красивые улочки и приятная атмосфера в городе. Все это заставляет тебя расслабиться и наслаждаться жизнью, никуда не торопясь, спокойно жить и творить добрые дела. Это то место, где мы определенно могли бы жить, но мы движемся дальше к нашей мечте, и нас уже ничего не остановит. Небольшие досадные моменты делают нас только сильнее и придают уверенности в том, что мы все делаем правильно. Veya daha fazla bilgi için kabin ekibiyle iletişim kurabilirler.